Хотите стать более успешными в общении? Хотите лучше понимать людей, научиться осознавать их желания, намерения, отслеживать моменты, когда вами пытаются манипулировать? Тогда это видео вам подходит. Всем привет! Вы на канале Психология без фанатизма, а значит с вами я, Фомин Никита, и мой несменный соведущий Мистер Спич. Тема: как разбираться в людях. Ребят, я часто слышал от людей: знаете, я совсем не разбираюсь в людях, не умею общаться с ними и не могу быть для них интересным. Конечно, есть индивиды, которые одарены эмпатией и хорошо общаются просто по своей природе. Но даже если вы не в их числе, есть хорошая новость: любой навык можно развить. И навык разбираться в людях, который в дальнейшем для более профессионального разговора мы будем называть калибровками, тоже можно подтянуть. Так, ребят, вы не в киношку пришли, вы на блоге, где мы меняем наши жизни. Поэтому откладываем попкорн и чипсы и погнали разбираться. Психологических моделей, которые разбирают человека, достаточно много. Лично мне близки ключевые концепции НЛП. На них я и буду опираться в этом видео. Первое. Наблюдение как способ калибровки. В человеке во время того, как он говорит, нужно наблюдать не только за его словами. Это называется вербальное проявление, но и за его мимикой, жестами, позами, тоном голоса, дыханием и движением глаз. Это называется невербальные проявления или невербальные сигналы. Ребят, мы же часто врем, поэтому слова у нас часто расходятся с внутренним отношением. И по людям это видно, но оппоненты в разговоре не умеют это считывать, не умеют это калибровать. Простой пример. Тебе нравится мой блог? Да, нравится. Тебе нравится мой блог? Да, нравится. Вот сейчас поставьте на паузу и попробуйте сами словами определить, как я ответил в первый раз и как во второй. Если вы ответили, что в первый раз я ответил воодушевленно, искренне, ну или что-то в этом роде, вы оказались правы. Во втором случае мой ответ звучал, как будто бы как-то безразлично. И слова уже расходились с внутренним ощущением. Ах, вот почему некоторые женщины после того, как скажут «нет», в итоге называют меня королем секса, а другие пишут заявление об изнасиловании в милицию. Правильно, все зависит от того, как сказать это «нет». Одно дело «нет, мистер Спич, нет, что ты делаешь, нет». А другое дело «нет, я говорю «нет, не надо». Поэтому, ребят, как бы ни менялся мир тиктоками и модными блогерами, классический метод психологии наблюдения никто никогда не сможет обесценить. Учитесь отмечать детали. Для этого очень важно откалибровать поведение человека в нейтральном состоянии, чтобы потом замечать отклонения от этой линии, которые могут сигнализировать об изменении его эмоционального состояния. Вы спросите, как это использовать. Внимательно наблюдайте за человеком во время разговора на нейтральные темы. Запомните, как он обычно сидит, как жестикулирует, с какой скоростью говорит. Когда тема разговора меняется, обратите внимание на любые изменения в его поведении. Например, он начал чаще моргать, изменил позу или заговорил тише. Зачем это нужно, спросите вы? Это помогает заметить признаки дискомфорта или, наоборот, заинтересованности, а возможно даже сомнений или других эмоциональных состояний, которые человек может не выражать словами, которые он просто испытывает внутри. У меня бабушка, когда злилась, всегда пукать начинала. Мы в шутку говорили, что у нее чайник подкипает. Ну вот, все правильно. Почти у каждого человека есть такие особенности. Кто-то начнет нос чесать, когда врет, а у кого-то глазки начинают бегать по сторонам. Кто-то руки скрещивает, когда разговор начинает становиться для него неудобным и так далее. Только, ребята, я хочу остеречь вас от преждевременных выводов. Вот эту особенность поведения человека, которую вы заметили, еще нужно уметь верно интерпретировать. Особенно на первых этапах бывают ошибки. Потому что, знаете, какие-то жесты или знаки могут дублироваться или совпадать. К примеру, в каких-то случаях скрещенные руки, как я уже сказал, это защитная поза. А в каких-то просто человеку стало холодно, и он греется. А вы начинаете на него накидываться. Ага, попался, на варе шапка горит. Я все про тебя знаю, ты же руки скрестил.
Везде очень важен контекст. И, повторяюсь, правильная интерпретация. Но со временем точняк у вас все получится. Просто начинайте наблюдать. Вот такой у меня сегодня вывод. В следующем видео расскажу другие хитрушки для понимания людей. Ребят, а кто хочет разобраться в данной теме поглубже, заходите на мой Boosty. Там есть дополнительный контент по этой и другим полезным темам. Народ, пишите свои комменты, пишите, что вы думаете сюда, на YouTube, пишите в телегу, давайте разбираться вместе, нам очень важно ваше мнение. Все, ребят, чао, это была «Психология без фанатизма», залетайте еще, мы вас ждем, а пока подписывайтесь и пальцы вверх!